Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю еду. Я очень редко делаю десерты, ну, типа я пытаюсь похудеть, а еще, на самом деле, я их не очень хорошо готовлю, да, потому что делать десерт – это отдельный вид кулинарного искусства, нужно там много точности, много внимания, у меня не хватает терпения. Но есть пару десертов, которые делаю неплохо, и один из них я покажу сегодня. Это, конечно же, великолепный французский тарт-татан. Яблочный пирог, который готовится так, что яблоки внизу, коржик наверху. Поэтому коржик оказывается сухим, яблоки сочными, богатыми и так далее. Да? Но проблема состоит в том, что когда вы все приготовили, нужно крыть и перевернуть. Желательно не на себя. Поэтому нужно подобрать сковородку такого размера, чтобы тарелка у вас красиво ложилась. Да? Я делаю не очень большие. Начнем с того, что я почищу яблоки. Мне нужно на такую сковороду примерно 4, 5, 6 среднего размера яблок. Чтобы яблоки не потемнели, я буду дольки складывать в воду с лимонным соком. И, собственно говоря, я покажу, как это будет выглядеть. Вот одно у меня готово. Я беру лимон, подавливаю воду и теперь продолжаю с яблоком. Раз, два, вычищаю в серединку и режу пополам. То есть вот у меня рабочая, что это не рабочее что-то, да? Деталь. И, собственно говоря, таким же образом я продолжаю, отрабатывая мелкую моторику рук, чистить все мои яблоки. Значит, яблоки идеально, конечно, я больше всего люблю Антоновку, потому что она кислая. У меня здесь Гольден, дает Семеренко, но в любом случае нужны яблоки, которые не очень разваливаются, да, и не сильно сладкие, да. Ну, я в итоге почистил и порезал 5 яблок, и теперь я начинаю готовить, да. Я включаю сковороду и добавляю примерно 120-140 грамм сливочного масла. Ни один французский рецепт не обходится без большого количества сливочного масла. Кто не любит сливочное масло, вам не повезло. Так, растапливаю масло. Есть несколько способов приготовления тарт-татан. Один, когда яблоки кладутся сырыми в сковородку, пересыпаются сахаром, переливаются маслом, закрываются и готовятся. Второй, когда делается карамель, то есть растапливается масло, добавляется сахар, заваривается карамель, в него бросаются яблоки. Я делаю третий способ. Я растапливаю масло, обжариваю в нем яблоки и постепенно добавляю сахар. Потому что таким образом я гарантирую себя от того, что у меня яблоки не будут достаточно пропечены, и от того, что карамель будет пережарена и будет слишком много сахара. Очень диетическое блюдо. За это я его люблю. Но результат всегда феноменальный. Это ресторанные блюда, которые легко делать дома, интересно делать дома. Так, что-то мне некрасивый кусочек. Сейчас я его обрежу. Вот так вот мы сделаем. Мелко. Так, теперь нам нужно ждать, когда яблоки немножко у нас поджарятся. Я включил все это на самый сильный огонь. Яблок немножко больше, чем нужно, но я потом лишние выну и съем отдельно, да? Будет нормально. Терпение,
спокойствие. И, как говорится, помешиваем, да? Постепенно начинаем добавлять сахар. Перемешиваю. Такое медитативное такое занятие тоже. И ждем. Ждем, ждем, ждем. Ну вот, яблоки все лучше и лучше. Масла все больше и больше. Еще немножко сахара. И перемешиваю. Яблоки — это про кальвадос, поэтому кальвадос. Великолепно. Так, ну вот они у меня начинают пузыриться. По сути дела, образовалась такая карамель уже, да? При этом за счет того, что я добавлял сахар постепенно и не обжаривал его сначала, да, карамель не пригорела. Я досыпаю сахар. Всего я использую примерно 150 грамм сахара. Это немало. Ну и готовлю десерты нечасто. Так, мне нужно еще 5-7 минут, чтобы яблоки дошли абсолютно до состояния, которое мне нужно. Я их красиво расставлю. И после этого я буду разминать тесто и накрывать яблоки и ставить их в духовку, отдыхать и вкусно есть потом. Так, ну у меня почти что все готово, поэтому настало время красиво, максимально красиво расставить яблоки. Я их ставлю на попа. То есть, когда я их переверну, нижняя часть будет сверху. Карамель становится просто фантастической, да? Вот такая вот тема. Ну, я считаю, что есть пару-тройку лишних яблок. Но в принципе я даже ничего вынимать не буду, потому что когда много, это очень вкусно. Готово. Выключаю. Горячая. Теперь еще раз протираю стол. Беру немного муки. И посыпаю рабочую поверхность. И не нужно много муки. Есть люди, которые готовят тесто сами. Я тесто сам не готовлю. Я использую покупное хорошее слоеное тесто. Мне нужно немножко его размять руками. Я даже не буду его раскатывать или что-то типа этого, да. Я разминаю его руками. Растягиваю, да. И можно проверить по моей тарелке. И теперь я беру, это мне не нужно, ставлю поближе сковородку и аккуратно перекладываю тесто, накрываю им яблоки. Те края, которые выпирают, я аккуратно заправляю в сковородку. Делаю несколько неглубоких дырок,
чтобы выходил воздух, да? И ставлю, у меня духовка нагрета до 190 градусов. Ставлю в духовку. Сейчас я это уберу и буду отдыхать. Ну, вот в чем красота тартатен, что корж абсолютно сухой. И в этом ужас тартатен, да, потому что теперь я должен накрыть его тарелкой и постараться не вылить на себя. Поэтому детей, кошек, животных, беременных женщин с кухни, да, накрываю тарелку. Беру крепко. Проверяю. Так, сейчас мне не нравится. Делаю вот так, что не хочется обжечься. Еще раз. Так, все готовы, да? Раз. И теперь снимаю. Та-да! А? Могу? Даже поправлять ничего не надо. Вот это. Ему надо поставить минут 5-7, чтобы он немножко остыл. Немножко карамель схватилась. И тартатен идет теплым. Я лично больше люблю просто безо всего, да, но иногда взбивают сливки, либо шарик мороженого, или пластиночку мороженого, да, поэтому, ну, я, блин, очень доволен, по-моему, просто получилось, какая красота. Мне кажется, это самое, короче говоря, я буду чаще делать, наверное, десерты теперь, да? Потому что самое красивое блюдо, которое я делал. Режем. Прям сочится масло. Ой, какая красота. Так, теперь аккуратно. Пробую. Тесто сухое, яблоки кислые, сахар сладкий. Кофе. Ради этого стоит жить. Ой, как же хорошо. Как же хорошо. Пожалуйста, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, готовьте. Только не говорите, что вы не готовите. Готовьте, пробуйте новые, ешьте офигенные, клевые вещи. Приятного аппетита. Ура!